Привет, меня зовут Богдан. Я занимаюсь ремонтами в Батуми. Занимаюсь ремонтами качественными. Когда вы заказываете ремонт у разных подрядчиков, стеклопакеты у одной компании, мебель у другой компании, ремонт у третьей компании, дизайн у четвертой компании. Они не согласованы между собой, соответственно, бывают такие моменты, где даже у них нету друг друга телефона, номеров, чтобы они связались. И многие этого даже не хотят делать, быстро закончить. Каждый хочет закончить свою работу. Приводит к серьезным проблемам. Что мы вам объясним и покажем на примере вот этих вот квартир, где мы сегодняшним днем с вами и находимся. Как раз о том, что я говорил, проблемы, которые происходят, когда заказчик заказывает у разных людей проекты, потом нанимает отдельного прораба, потом отдельно нанимает мебельщиков. Что в этом случае происходит? Когда на удаленке заказывают дизайн-проект, и тем более мы находимся в Грузии, у нас совсем другой рынок, а проект пишется в Украине, в России или там в Европе. Они, соответственно, все дизайнеры привязываются к рынку, они не знают, какой здесь рынок, да? У нас небольшой ассортимент, который можно выбрать. Происходят вот такие вещи. Сегодняшним днем у нас незаконченные потолки, где галогенки мы не можем найти, лампочки, которые нам нужны, и приходится заказывать и ждать долгое время. Вот такие моменты. Потом, после того, когда приходит мебель, не от той бригады, с которой она зашла, мебельная бригада, происходят вот такие вот вещи, когда зеркало не доходит, допустим, детали не доходят до потолка, остаются швы, с этим надо что-то придумывать. Много есть таких деталей, которые потом неприятно глазу заказчика. Что касается также самого по окнам, никто это не контролировал, приходили, ставили, и что происходит? Человек заказал здесь окна со встроенными внутри перегородками. Вот. Это все здесь не было не учитано, неудобство с шумом, потому что все внутри трясется, оно не укреплено, не по размеру сделано. Плюс двери также сама рама укреплена очень. И это все опять же остается на нашу голову, что мы должны здесь переделать. Я сделал по проекту, вывел все выводы под освещение в одной точке. Когда я завершил свою работу, принесли мебель, установили, мне пришлось делать переносы. Потому что я работал по этому проекту, а мебельщики работали неизвестно по какому проекту. Потом есть еще такие моменты, где сам заказчик может так же самое экономить. Когда происходит вот такая вот, если здесь возьмем эту стену, вот за этой стеной находится декоративная штукатурка, которая тоже недорогая, не дешевая. Спрашивается, зачем там делать декоративную штукатурку, если она закрывается мебелью. И эта мебель там не мобильная, она не передвигается, она стоит намертво. Но туда за нее потрачены серьезные деньги. Я оставляю порог, у меня закончена плитка, ламинат выведены под мои стандарты. Я знал, какая будет дверь. Да? По дизайну дверь должна была быть четверть полная. Здесь же четверть заходит на 2 сантиметра. И происходит вот такой вот, мы видим оттуда ламинат спальни в коридоре. Чтобы такого, потом приходится придумывать какие-то пороги там, чтобы устранить вот такие вот проблемы. Чтобы такого не происходило, поэтому я захожу полностью со своей бригадой, мы перемеряем все. Если какие-нибудь у нас есть проблемы или изменения хоть в 1 сантиметре в проекте, кто-то не вписывается в проект, мы друг другу об этом сообщаем, чтобы исключить вот такие вот проблемы на выходе, чтобы не было переделок. Все та же самая квартира. Принесли мебель. Это окно находилось изначально здесь, от застройщика. Что получается? Мебельщики пришли, установили свою мебель. Создается такой вопрос. Зачем здесь дверь? Она по проекту находилась здесь. Значит, они упустили этот момент. Стол сделали больше, эта дверь теперь не открывается. Или открывается только если отодвинуть этот стол.
Вот такие проблемы мы исключаем. Дальше последующая спальня. Мы обклеили обоями вот эту всю стену. Соответственно, пришли мебельщики, поснимали все наши обои, поставили свою мебель. Это тоже так же само экономия денег. Зачем надо было делать там обои, это так же самое я объяснял и заказчику, но никто об этом не слышит. Потом от этого растет и сумма по деньгам в ремонте. Ну вот следующая квартира, те же самые проблемы. Проект был и у меня одинаковый, и у мебельщиков. Сегодняшним днем у меня выведено электричество здесь, вырезано у них там. Это все придется переделывать. Соответственно, они мебель не переделают, придется переделывать нам. Ну, почему так получается? Потому что люди не придерживаются тех размеров, им все равно. Они пришли, поставили, мы свою работу выполнили. А потом остаемся мы, которые все вот это вот переделывают. Те же самые проблемы у нас находятся в ванную комнату. У нас здесь дверь раздвижная. Опять же, человек, который заказывал этот ремонт, ему никто не объяснил, как она вообще работает. Здесь вообще без уплотнения. Все запахи, вся влага выходит наружу, как бы. Но этого делать нельзя было здесь, однозначно. Что происходит рядом? Тут же следующая ошибка у нас в том, что в одном и том же размере, в одном и том же проекте, которые чертежи были одинаковые и у меня, и у тех, кто занимался мебелью, у меня розетки выходят по тому же размеру, что и было в чертежах. У них где-то сантиметров на 6 выше закрывают все розетки. Это невозможно просто даже придвинуть туда, потому что невозможно будет работать с этими розетками и выключателями. Если зайти сюда дальше, то тогда я еще раз вам покажу момент по экономии. Изначально у нас в проекте было, что это должно было быть собрано нами, вот эта вот панель. Она должна была быть под декоративной краской, между ними должны были быть зеркала. Потом в конце уже выясняю я, что начал как раз я его подготавливать к декоративной штукатурке. Выясняется, что здесь будет панель, о чем я не знал, уже на финише. Спрашивается, зачем тогда надо было затрачивать деньги на это. Они решали проблемы в офисе у мебельщиков, до меня эти переправки не приходили, и, соответственно, они теряли и деньги, и сегодняшним днем мне приходится дорабатывать все вот эти детали. Хозяин этого дома купил прекрасную квартиру с прекрасным видом на море, но все, что остальное, как бы, можно сказать, неплохо сделано все, но есть много проблем, деталей, которые создают проблемы, которые надо переделывать, доделывать. Я, если беру сейчас объекты, я беру объекты, захожу целиком, полностью, со своей бригадой. А в эту бригаду заходят так же самое мои дизайнеры, мебельщики, у них тоже свои дизайнеры. Мы все планируем, потом, значит, приступаем к работе, чтобы на выходе потом человеку, который по срокам, когда мы сдаем, чтобы не было таких проблем, что человек приезжает, а у него ремонт не закончен.